сериале «Великолепный век» на съемках было задействовано более 300 актеров и актрис. У кого-то из них судьба в саге сложилась лучше не придумаешь. А кто-то на протяжении всех 4 сезонов страдал от несчастной или неразделенной любви. Одни нашли свое счастье и любовь, другие находили и теряли любимых и близких. Но это только сериал, а что же на самом деле в реальной жизни происходило с теми героями, которые переживали все эти яркие эмоции и страсти на экранах телезрителей? Актриса Пелин Карахан великолепно исполнила роль Михримах Султан, дочери султана Сулеймана и Хюррем. За ее необыкновенную красоту девушку прозвали «Луналикая госпожа». В самом сериале героине Пелин не слишком везло в сердечных делах. Ее первой любовью стал Малкачеглу Балибей, статный красавец с роскошными усами. Вот только его сердце было занято, и он никогда не отвечал на чувства дочери султана. Конечно, он никоим образом не желал оскорбить султаншу и постарался аккуратно донести до нее причины, почему они не смогут быть вместе. Но после этого ей долго пришлось залечивать душевные раны. Следующим объектом ее любви стал поэт Ташлы Джалы, который числился сторонником Шехзаде Мустафы. Именно по этой причине Хюррем считала его неподходящей партией для своей дочери, так что этим отношениям не суждено было расцвести. Когда поэту предложили выбор между любовью к Михримах и верностью своему другу, Ташлы Джалы выбрал Мустафу, чем снова разбил сердце девушки. В конце концов, Хюррем подобрала идеального, по ее мнению, супруга для своей дочери. Им оказался Рустем Паша, чья поддержка была необходима Хюррем Султан в борьбе против Мустафы и его матери Махидевран. Судя по сюжету, Рустем Паша давно и искренне любил луналикую госпожу, но Михримах никогда не отвечала ему взаимностью. Но все же, когда мать настояла на этом браке, Михримах, как послушная дочь, исполнила свой долг. Мужа она полюбить так и не смогла, несмотря на все его пылкие чувства. Так что можно сказать, что, несмотря на свое происхождение и безмятежную жизнь, Михримах так и не узнала счастья в браке. А как же актриса Пелин, которая так хорошо вошла в роль султанской дочери, как сложилась ее судьба? Как официально известно, Пелин Карахан выходила замуж 2 раза. Первый ее брак не продлился долго. Развод совпал со временем съемок сериала. Первым мужем Пелин был тренер по фитнесу. И в этом нет ничего удивительного. Как сама признается актриса, она ужасно любит сладкие мучные блюда, а это верный путь к набору лишних килограммов. Поэтому, чтобы продолжать свою успешную карьеру в кино, Пелин обязательно посещает тренажерный зал 2-3 раза в неделю. И, видимо, там они и познакомились с будущим супругом. После развода девушка долгое время не хотела идти на контакт с мужчинами, но один из них сломил ее сопротивление. Следующим ее избранником стал успешный бизнесмен Бедри Гюнтай. Долгое время Пелин не хотела замечать нового поклонника, но его чувства и упорство в конце концов убедили девушку в серьезности намерений мужчины. В 2014 году пара поженилась, и сейчас Пелин очень счастлива, воспитывая 2 чудесных сыновей. Другой героиней сериала, о которой стоит упомянуть, это Хатидже Султан, сестра великого султана Сулеймана, которую исполнила актриса Сельма Эргенч. В сериале судьба этой женщины выглядела не слишком счастливой. Первый брак не продлился долго. Муж скончался, не успев подарить Хатидже ребенка, а потом девушка влюбилась. Вопреки всем традициям и обычаям, ее избранником стал бывший раб Ибрагим Паша. Ради своей любви Хатидже была готова на многое, но как истинная османская принцесса она предпочитала ждать, когда за нее решение примут мужчины. Когда же они все-таки поженились, казалось бы, не должно было быть женщины счастливее нее. Но не все так просто. Хатидже страдала хронической депрессией, и это мешало ей полноценно наслаждаться жизнью. Вместо этого она всегда и на всех жаловалась и постоянно плакала. В конце концов, Ибрагим предпочел искать любовь в объятиях другой женщины. Ей стала Нигер Калфа. Когда Хатидже узнала об измене мужа, она хотела просить султана дать ей разрешение на развод. Но ради тех чувств, которые она к нему еще испытывала, султанша изменила решение и простила неверного супруга. Когда же Ибрагима казнили по обвинению в государственной измене,
Хатидже не захотела жить дальше без него и добровольно покончила с собой, выпив яд. Вот так трагично оборвалась история любви, которая могла бы быть счастливым концом. В реальной жизни актрисе Сельме Эргенч повезло больше. Во время съемок саги ее внимание завлек актер, снимавшийся вместе с ней. Его имя Озгюр Чевик. Роль этого актера в сериале не была центральной, но тем не менее Сельма очень интересовалась этим мужчиной. Однако по завершению съемок их отношения не переросли в что-то более серьезное. После завершения проекта актриса вышла замуж за Джана Оза. И сейчас они воспитывают маленькую дочку. Третий в списке героинь, про которых зрителям интересно узнать подробности их личной жизни, стала актриса Джансу Дере, которая исполнила роль Фирузе. В сериале эта девушка стала последней женщиной, с кем Хюррем пришлось серьезно бороться за внимание султана. Ее роль в сериале двухсмысленна. Зрители терялись в догадках о том, кто же она на самом деле. Бедная несчастная девушка, которая после всех лишений и бед наконец обрела спокойную жизнь и любовь султана. Или же предательница, чьей целью было лишь тереться в доверие к Сулейману, чтобы убить его. Что касается ее личной жизни, то актриса не слишком стремится выставлять ее на показ, хотя часто в социальных сетях всплывают различные подробности ее скандальных похождений. Замуж актриса пока не собирается. Актриса Филит Ахмед запомнилась зрителям в образе Нигер Калфы, той, с кем Ибрагим изменял своей жене. Судьба этой девушки была довольно печальна. Влюбленная до безумия в Ибрагима, Нигер готова была пожертвовать всем, только чтобы быть рядом с любимым. Но Ибрагим не отвечал на ее чувства. Для него она была лишь средством отвлечься. В сериале Нигер пришлось выйти замуж за Матракчина Сухэфенди, лучшего друга Ибрагима Паши. И если Матракчи еще питал надежды на счастье в браке, то для Нигер это стало тяжелым испытанием. В итоге Нигер осталась одна, брак с Матракчи распался, Ибрагим вернулся к Хатидже, и Калфе запретили видеться с дочерью, которую она любила больше жизни. Так что судьба этой героини была очень несчастна. В реальной жизни про Фелис очень мало достоверной информации. Одно время ходили слухи о том, что Фелис крутила роман с коллегой по съемкам актером Аканом Ялабыком, но доказательств их отношений не было, тем более, что мужчина женат и изменять жене не собирается. В настоящее время актриса еще готова выйти замуж, все свое время посвящает карьере и съемкам. Первую жену султана Сулеймана сыграла актриса Нурфи Тахаглу. Ее жизнь в сериале также не назовешь счастливой. Еще до появления в гареме Хюррем Махидевран любила и была любима султаном. Статус матери будущего наследника империи давал ей власть и много привилегий. Однако с появлением Хюррем все пошло наперекосяк. Султан полностью попал под влияние рыжеволосой красавицы, забыв о своей первой жене, чего Махидевран не смогла достойно принять. Все последующие годы она провела в безнадежных попытках ослабить влияние Хюррем и вернуть себе былое расположение султана, а затем ей пришлось пережить смерть любимого сына и ссылку. Что касается личной жизни самой актрисы, то в реальности она более счастливая, чем у ее героинь. 2 раза Нур выходила замуж и разводилась. После второго развода актриса долгое время не решалась на серьезные отношения, предпочитая непродолжительные романы. А затем, спустя какое-то время, Нур все-таки решила попробовать наладить отношения со вторым мужем и вернулась к нему. Сейчас супруги вместе воспитывают дочь. Актриса Мерве Булугур отлично вписалась в сериал в роли Нурбану. Султан, ставший женой Селима, второго сына Хюррем, как признавались создатели сериала, роль Нурбану была специально написана для этой актрисы, хотя и в реальной истории такая женщина также имела место быть. По поведению Нурбану была очень похожа на свою свекровь Хюррем. С тем упорством и целеустремленностью она шла к своей цели, невзирая на препятствия. Но если Хюррем и правда любила своего супруга, то что касается чувств Нурбану к Селиму, то здесь остается много вопросов. Скорее всего, Нурбану сражалась за свое место под солнцем и за власть. Любовь для нее стояла на втором месте. Настоящая жизнь актрисы
также очень интересна и насыщенна. Ее романы долгое время были предметом бурных обсуждений. Во время съемок сериала Мерве вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Мурат Далкылыча, но брак не продлился долго. После развода у нее были отношения с одним из ее горячих поклонников – Бураком Даи. Но они так и не стали чем-то более серьезным. Сейчас актриса предпочитает уделять больше времени себе и своему здоровью. Замуж пока Мерве больше не собирается. Ну и напоследок можно вспомнить об актрисе, которая сыграла роль одной из самых влиятельных и знаменитых женщин Османской империи. Речь идет о Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан. В сериале эта женщина показала, как можно взять судьбу в свои собственные руки и добиться всего, чего только можно пожелать. И хотя за всю свою жизнь в гареме ей приходилось порой принимать трудные решения или делать страшные вещи, все же ее судьба была на порядок лучше, чем судьба той же Махидевран или Мехримах. Ведь она любила и была любима одним из величайших правителей Османской империи. Что касается реальной жизни этой знаменитой актрисы, то здесь не все так радужно, как показали в сериале. Во время съемок проекта Мерьем узнала, что она ждет ребенка. Ее возлюбленный, узнав об этом, попытался настоять на аборте, однако Мерьем отказалась. И мужчина бросил ее. Этот разрыв стал причиной начала тяжелой депрессии. Из-за этого актриса разорвала контракт на съемки «Великолепного века» и вернулась на родину в Германию. После этого Мерьем состояла в отношениях с Альпом Аджаном. После продолжительных отношений пара распалась. Вторую дочь Мерьем родила от американского бизнесмена, но замуж за него так и не вышла.